Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены наших делегаций, сегодня с большой радостью мы принимаем в Астане с государственным визитом президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина. Рассматриваю этот визит как исключительно важное событие в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России. Прежде всего, хочу поблагодарить президента России за содержательную статью, опубликованную в преддверии нашей встречи. Этот материал воспринят в Казахстане с неподдельным интересом, поскольку содержит обширные фактические данные и выводы, имеющие большое значение для дальнейшего успешного развития сотрудничества на основе добрососедства и взаимного уважения. Не могу не высказать согласие с тезисом о том, что фундаментом казахстанско-российского взаимодействия является общая ответственность за стабильность и развитие всего евразийского пространства. Выражаю сердечную признательность за добрые слова в адрес Казахстана и высокую оценку проводимых в нашей стране реформ. Нынешний визит наглядно продемонстрировал качественные изменения в двустороннем сотрудничестве. Об этом говорят следующие объективные показатели. Объем торговли прогнозируется на уровне 30 миллиардов долларов. По объему инвестиций, вложенных в экономику нашей страны, Россия вышла на первое место среди всех других государств. В пакет перспективных проектов экономического сотрудничества было включено 177 проектов, из которых 122 проекта вошли в операционный цикл, то есть были реализованы. Казахстан дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнерства с Россией. Считаем Россию великим евразийским государством с богатейшим историческим прошлым и огромным потенциалом будущего развития. Уже сейчас, невзирая на все трудности санкционного характера, российская экономика по паритету покупательной способности, согласно данным основных международных финансовых институтов, вышла на 4-е место в мире и 1-е место в Европе. В прошлом году объем номинального валового внутреннего продукта России превысил 2,5 триллиона долларов. Впечатляющий результат. Обладая несметными природными ресурсами, инженерной и научной элитой, квалифицированным рабочим персоналом, Россия никогда не утратит своих лидирующих позиций в глобальной экономике и, следовательно, будет играть заметную роль на мировой геополитической арене. Что касается перспектив сотрудничества наших стран, то хотел бы особо отметить важное значение принятого сегодня совместного заявления о 7 основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Данный документ тщательно продуман, рационален с точки зрения целеполагания. В нем сформулированы опорные точки и долгосрочные ориентиры дальнейшего развития стратегического партнерства и добрососедских взаимоотношений наших стран. В том, что сотрудничество Казахстана и России вышло на такой беспрецедентно высокий качественный уровень, это, конечно же, заслуга президента Владимира Владимировича Путина. Будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, вы последовательно проводите политику, направленную на укрепление статуса России как великой державы. Без прямого участия России ни одна крупная и значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения. Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства. Казахстан искренне заинтересован в конечном успехе России
в развитии экономики и на международной арене. Наше государство, по сути, составляет основу огромного евразийского пространства. Мы вместе работаем на благо прочной и неделимой безопасности Евразии. Нас объединяют исторические корни, культурные традиции, менталитет. И главное, объединяет самая протяженная граница в мире. Поэтому вечная дружба, устойчивое добрососедство, взаимное доверие – это не пропагандистские лозунги, а сама суть мирного бытия наших народов, прочная гарантия их успехов во всех сферах общественной жизни. Мы в Казахстане это хорошо понимаем, должным образом воспринимаем и поэтому считаем всестороннее сотрудничество с Россией приоритетным. Считаем работу в этом направлении святой обязанностью руководителей наших стран, как настоящих, так и будущих, потому что дружбе и сотрудничеству Казахстана и России альтернативы не существует. Крайне важно, что сегодняшние переговоры с участием представительных делегаций прошли в деловой и конструктивной атмосфере, состоялся продуктивный обмен мнениями по всем вопросам повестки дня, достигнуты договоренности стратегического характера. Большое внимание мы, конечно же, уделили вопросам безопасности в Евразии. В условиях непрекращающейся турбулентности в мировой политике особую ценность приобретают устойчивые, предсказуемые модели межгосударственного партнерства. Отношения между Казахстаном и Россией в полной мере отвечают этой цели. Они выдержали испытания временем и сейчас успешно противостоят вызовам новой эпохи. Наше многогранное сотрудничество базируется на масштабных проектах, приносящих практическую пользу народам двух стран. Устойчивость торгово-экономических связей, активность предпринимателей обеспечивают стабильный рост основных отраслей экономики в Казахстане и, полагаю, в России тоже. Только в агропромышленной сфере объем двусторонней торговли за последние 5 лет увеличился на $1 миллиард. Поступательно развивается инвестиционное сотрудничество. Как уже было сказано, Россия стала лидером по прямым инвестициям в экономику Казахстана. Общий объем вложений превысил $29 миллиардов. В свою очередь, казахстанские инвестиции в экономику России достигли $9 миллиардов. Это тоже хороший показатель. В Казахстане успешно работает более 20 тысяч компаний с российским участием. Уверен в том, что форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится во второй половине текущего года, мы договорились о том, что он состоится 20 августа, придаст дополнительный импульс совместной работе по наращиванию потенциала казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, как, впрочем, и в других важных областях. Есть все основания выделить энергетику в качестве очень успешного направления сотрудничества. На мой взгляд, подписанные сегодня соглашения по строительству атомной электростанции Балхаш имеют исключительно важное значение. Выражаю признательность президенту Российской Федерации за личную решительную поддержку в запуске этого масштабного проекта, который станет локомотивом научно-образовательного, технологического взаимодействия, обеспечит развитие новых смежных отраслей энергетики и индустрии в целом. Конечно же, речь идет прежде всего о Казахстане. Для наших стран огромное значение имеет успешное решение вопросов добычи, транспортировки, а также поставок энергоресурсов, включая электроэнергию, на внутренние и мировые рынки. От наших стран во многом зависит обеспечение транспортной взаимосвязанности в Евразии. Казахстан и Россия продуктивно работают над развитием трансконтинентальных коридоров север-юг, восток-запад. Отрадно, что принимаются системные меры для оптимизации тарифов
упрощения административных процедур, модернизации приграничной и другой инфраструктуры. Поэтому стабильно растет объем грузоперевозок. По итогам прошлого года он достиг 92 миллионов тонн. Это рост почти на 3,5%. В наших планах наращивание этих показателей, в том числе путем внедрения передовых цифровых решений и технологий искусственного интеллекта. Наглядным примером стал сегодняшний запуск беспилотных грузовых автотранспортных средств между нашими странами. По-прежнему перспективным выглядит сотрудничество в космической сфере. Космодром Байконур на протяжении многих лет служит ярким символом плодотворного научно-технического партнерства. Реализация совместного проекта «Байтерек», включая недавний успешный пуск новой ракетоносителя «Сункар Союз-5», открывает новые возможности укрепления позиций наших стран на международном рынке космических услуг. Своеобразной изюминкой государственного визита президента России стало прибытие в Казахстан 4 амурских тигров. Только что вы эту церемонию видели. Выражаю сердечную благодарность вам, уважаемый Владимир Владимирович, за реальную поддержку наших мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана. Об этом ценном даре уже знают все граждане нашей страны. Выражаю признательность и всем казахстанским, российским специалистам, участвующим в этом уникальном проекте, по сути, благородном деле. В ходе переговоров большое внимание было уделено и культурно-гуманитарному сотрудничеству. В Казахстане и России регулярно, с большим размахом, проходят перекрестные дни культуры, которые наглядно демонстрируют богатую палитру общего духовно-культурного наследия. Полезными стали встречи историков и политологов двух стран. В этом году состоится 3-й медиафорум Казахстана и России. Он содействует выстраиванию эффективного взаимодействия в информационной сфере. Такие мероприятия необходимы с точки зрения обмена опытом для совместного противодействия дезинформации, попыткам посеять рознь между нашими странами и народами. Большое значение придаем успешному проведению 3-х игр будущего, которые пройдут в Астане в июле-августе нынешнего года. Отдельно отмечу совместные проекты в сфере среднего образования. В Казахстане проведены 2 встречи талантов «Сириус», что свидетельствует о системной поддержке одаренной молодежи для подготовки кадров новой формации. В январе этого года в Алматы была заложена первая капсула на месте строительства центра «Сириус». Только что мы стали свидетелями аналогичной церемонии и в Астане. Образовательные проекты центра «Сириус» могут стать своеобразной визитной карточкой нашего сотрудничества в гуманитарной сфере. Они внесут большой вклад в усиление интеллектуального потенциала наших государств. Государственный визит президента России Владимира Владимировича Путина с уверенностью оцениваю как очень успешный. Этот визит, безусловно, войдет в летопись нашего стратегического партнерства и союзнических отношений как событие особой важности. Подписанные документы и достигнутые договоренности отражают суть казахстанско-российского партнерства, то есть объединить традиции дружбы и добрососедства с обоюдным стремлением к общему прогрессу во всех сферах общественной жизни. В завершение вновь выражаю искреннюю признательность президенту Российской Федерации за его исторический, по своему значению, вклад в развитие казахстанско-российских отношений. С большим удовлетворением хочу подчеркнуть, что итоги вашего государственного визита подтвердили особый характер многогранного межгосударственного сотрудничества. Нет сомнений в том, что совместными усилиями мы продолжим уверенную поступь по пути, ведущему к укреплению стратегического партнерства и союзничества во имя благополучия наших братских стран и народов. Благодарю за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, вам слово.
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, дамы и господа, дорогие друзья, прежде всего еще раз хочу поблагодарить президента Казахстана за приглашение посетить вашу страну с государственным визитом и за очень теплый, радушный прием, оказанный всей российской делегации. Наши сегодняшние переговоры действительно прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными. Это соответствует характеру по-настоящему дружественных, добрососедских отношений между Россией и Казахстаном. Мы обстоятельно обсудили основные вопросы двустороннего взаимодействия в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере. Затронули и актуальные сюжеты международной повестки дня. Подписано совместное заявление, в котором обозначены приоритетные задачи укрепления всего комплекса российско-казахстанского сотрудничества. Заключен также ряд важных межправительственных и межведомственных документов, охватывающих самые разные отрасли, от энергетики и финансов до здравоохранения и образования. Значительное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. В прошлом году наш товарооборот, Касым-Жомарт Кемелевич уже сказал об этом, составил почти 29 миллиардов долларов, и мы, конечно, движемся уверенно к отметке в 30 миллиардов. Нет сомнений никаких, что в самое ближайшее время он будет преодолен, этот барьер. Расширяется и диверсифицируется структура внешней торговли, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. Практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках. Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем российских капиталовложений, тоже упоминалось об этом, приближается к 30 миллиардам долларов. В республике действует более 23 тысяч деловых структур с российским участием. Реализуется 70 крупных совместных проектов в разных отраслях казахстанской экономики. Планомерно углубляется двустороннее взаимодействие в энергетике. Действительно, президент Казахстана сейчас об этом сказал. Через Россию проходит главный объем казахстанского экспорта нефти на мировые рынки. В свою очередь, российская нефть по казахстанской территории прокачивается в Китай и страны Азии. «Газпром» бесперебойно поставляет газ потребителям в северных регионах Казахстана. Так сложилось еще со времен Советского Союза. Из России в Казахстан поставлялось и поставляется значительный объем энергоресурсов в этот регион. И так выгоднее для Казахстана, имея в виду, что не нужно прокладывать дополнительные энергомаршруты. Осуществляется транзитная поставка в соседний Узбекистан и Киргизию. Русгидро подключается к проектам развития гидроэнергетики в Казахстане. Налажены и взаимные трансграничные поставки электричества. Флагманский проект в области мирного атома – это строительство при участии Росатома первой в республике атомной электростанции по самым современным российским технологиям. В рамках визита одобрены соглашения о параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита. Ввод станции в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение казахстанской экономики, поможет в снабжении предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией. Хотел бы отметить, что, как мы и договаривались с президентом Казахстана, речь идет не просто о создании атомной электростанции, а о строительстве. Речь идет о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее. Компаниями двух стран осуществляется целый ряд крупных проектов в автопроме, сельхозмашиностроении, производстве минеральных удобрений. Укрепляется партнерство по добыче редкоземельных металлов, таких как вольфрам, молибден и литий. Россия и Казахстан сообща занимаются развитием ключевых евразийских транспортно-логистических коридоров и маршрутов, повышают пропускную способность пограничных переходов, расширяются встречные перевозки железнодорожным, водным и воздушным транспортом. Запущен инновационный проект «Линия беспилотного автомобильного грузового сообщения» между двумя странами. Мы это сейчас хорошо видели на видеопрезентации.
Ведется совместная эксплуатация космодрома Байконур. Общими усилиями создана новая пусковая площадка Бейтарек, с которой месяц назад, как тоже президент сказал, в космос отправилась новая перспективная ракетоноситель «Союз-5». Хорошими темпами продвигается сотрудничество в сфере цифровизации и инновационных технологий. Россия и Казахстан вместе работают по внедрению искусственного интеллекта и других современных решений в самых разных секторах экономики и социальной жизни. Кстати, тема высоких технологий по инициативе казахстанских друзей будет обсуждаться сегодня вечером на пленарном заседании Евразийского экономического форума, в котором примут участие и лидеры государств, членов Евразес. И в России, и в Казахстане многое делается для охраны окружающей среды, в том числе защиты нашего общего достояния экосистемы Каспия и трансграничных рек. На финальной стадии разработка мастер-плана совместного водохозяйственного использования реки Иртыш. Примером партнерства России и Казахстана в природоохранной сфере является двусторонний проект по воссозданию популяции амурского тигра в заповеднике на территории Алматинской области. Традиционно насыщенный и интенсивный характер носит российско-казахстанское гуманитарное взаимодействие. Наши страны плотно сотрудничают в науке, образовании, спорте, по линии общественных и молодежных кругов. В России обучаются, уже звучала эта цифра, более 60 тысяч казахстанцев. Успешно работают казахстанские филиалы целого ряда ведущих российских университетов. В нашей Академии народного хозяйства налажена подготовка казахстанских госслужащих и управленцев. Важно, что в Казахстане широко используется русский язык, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики. В новой Конституции, принятой на референдуме 15 марта по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича, подтвержден статус русского языка как официального. И именно Касым-Жомарт Кемелевич выдвинул инициативу создания международной организации по русскому языку. Состоявшаяся в марте в Москве первая министерская конференция дала официальный старт деятельности этой новой структуры, нацеленной на сохранение общего, хочу это подчеркнуть, именно общего русскоязычного культурно-гуманитарного пространства. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы очень ценим, высоко ценим эти ваши инициативы. Со своей стороны, Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке. Упомяну в этом контексте, что в Алмате при нашей с Касым-Жомартом Кемелевичем поддержке создается совместная школа и центр для одаренных детей. Мы сейчас только были свидетелями начала этого проекта. Проект «Сириус Казахстан». И сегодня вот мы дали старт и строительству второй такой школы «Сириус» теперь уже в Астане. Крепнут и расширяются спортивные связи. Летом Казахстан примет третий международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Как известно, Россия стояла у истоков этих уникальных соревнований, сочетающих классические спортивные дисциплины и киберспорт. При рассмотрении ключевых международных вопросов подтверждено, что по большинству из них позиции России и Казахстана очень близки или практически совпадают. Наши страны координируют подходы в ООН и других многосторонних форматах, в Содружестве независимых государств, Организации договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества. И, конечно, отмечу успешное председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе в текущем году. Завтра на саммите объединения будет принят целый ряд важных решений, нацеленных на углубление нашего интеграционного сотрудничества. И в заключение хотел бы еще раз искренне поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича, всех казахстанских друзей за гостеприимство, за организацию нашей работы. Уверен, что нынешний визит и переговоры послужат дальнейшему укреплению многоплановых российско-казахстанских отношений на благо наших стран
и народов. Благодарю вас за внимание.